Всем привет, друзья, с вами Оля. Сегодня буду ругаться. Это один из самых простых и быстрых десертов на ютубе. Я его приготовила и хочу поделиться своим неоднозначным мнением. Ссылку на источник и все пропорции продуктов вы найдете в описании под видео. Для начала приготовим заварной крем. В сотейник, небольшую кастрюлю или в сковороду разбиваем одно яйцо. Оно прямо из холодильника. Заранее яйцо тщательно моем и вытираем насухо. Добавляем 50 грамм, это 2 столовые ложки с горкой сахара. Всыпаем щепотку соли для баланса вкусов. Также добавляем 40 грамм, это 4 столовые ложки без верха кукурузного крахмала. Или такое же количество пшеничной муки, это 2 столовые ложки без верха. Можно пополам муки и крахмала. Продукты перемешиваем венчиком до растворения всех комочков. Должна получиться однородная консистенция. Далее вливаем 500 мл молока. Оно также холодное, подходит любой жирности. То есть заранее молоко мы не прогреваем. Перемешиваем. Сотейник ставим на плиту на средний нагрев. Варим заварной крем при постоянном помешивании. Особенно проходимся ложкой по краям сотейника, чтобы ничего не подгорело. Как только крем начинает густеть, меняем ложку на венчик. Нагрев снижаем до маленького. Продолжаем заваривать крем, пока он не загустеет, начнет пыхтеть и появятся первые признаки кипения. Я их называю бульки. Всего на заваривание крема уходит примерно 10 минут. Горячий крем снимаем с плиты. Сразу же добавляем 50 грамм сливочного масла и щепотку ванилина, либо 1-2 чайные ложки ванильного сахара. Перемешиваем до объединения продуктов. Если добавлять ароматизатор в конце, тогда он лучше ощущается. В итоге получается гладкий, эластичный, густой заварной крем с ярким ванильным ароматом. Далее нам понадобится стеклянная форма. У меня она размером 19 на 14 сантиметров и высотой 5,5 сантиметра. Но лучше брать форму побольше размером. Дальше я объясню почему. Так как мы готовим десерт без выпечки, в качестве основы будем использовать печенье. У меня оно шоколадное, небольшого размера, хрустящее, свежее и вкусное. Чтобы печенье не двигалось по форме, ее дно смазываем тонким слоем крема. Выкладываем первый слой печенья. Все пустоты также заполняем печеньем. Для этого при необходимости разрезаем его ножом и делим на части. Далее весь крем делим на 3 равные части, примерно по 210 грамм. Это 5 столовых ложек с большой горкой. Выкладываем крем на печенье и разравниваем. Уточню, крем горячий, приготовили и сразу же выкладываем на печенье. Так он лучше его пропитает. Далее на крем выкладываем еще один слой печенья. Подходит любое. Сахарное, затяжное, крекерное. Можно использовать шоколадное или светлое, либо комбинировать несколько видов печенья. То есть берите то печенье, которое есть у вас. На печенье выкладываем вторую порцию крема. На крем снова прослойку печенья. И последний выкладываем 3-ю порцию крема. Разравниваем. В таком виде накрываем десерт пищевой пленкой в контакт, чтобы сверху на креме не образовалась пленочка. Ставим десерт сразу же в холодильник на 2-3 часа или на ночь для пропитки и стабилизации. Последний приготовим глазурь уже непосредственно перед употреблением. Не знаю почему, но во всех рецептах в интернете готовят именно такую глазурь. Для нее нам понадобится 1 плитка шоколада, молочного или черного, весом 80, 90, 100 грамм, сколько у вас есть. У меня 80 грамм молочного шоколада. Растапливаем шоколад в микроволновке короткими импульсами по 20 секунд. Каждый раз хорошо перемешиваем, чтобы шоколад не перегрелся и не свернулся крупинками. Если нету микроволновки, растапливайте шоколад на водяной бане. Когда остался небольшой кусочек нерастопленного шоколада, больше прогревать не нужно, а просто продолжаем перемешивать, пока консистенция не станет однородной. В конце добавляем 20-30 мл рафинированного растительного масла и перемешиваем до объединения продуктов. В итоге получается вот такая жидкая глазурь. У меня десерт простоял ночь в холодильнике. Снимаю с него пищевую пленку. Выливаю глазурь и распределяю ее по форме круговыми движениями. В таком виде десерт ставим в холодильник еще на 15-20 минут, чтобы глазурь застыла.
Итак, друзья, время прошло, давайте попробуем, что получилось. Во-первых, глазурь сверху застыла и стала твердой. Если ее нарезать просто ножом, она будет ломаться. Поэтому лезвие ножа я прогрела в горячей воде и, соответственно, нарезаю глазурь горячим ножом. Первый кусочек у меня не получилось аккуратно достать. Все развалилось. Сразу же скажу, за это время печенье превратилось в кашу. Попытка номер 2. Так как форма довольно глубокая, аккуратно достать кусочек не так просто. Кроме этого, глазурь отходит цельным пластом. Вот как кусочек выглядит сбоку. Пробуем. Печенье полностью пропиталось и, как я говорила ранее, превратилось в кашу. Оно практически не ощущается. Учитывая, что форма была небольшой, соответственно, получилась толстая прослойка заварного крема. Он доминирует во вкусе. По ощущениям, ешь заварной крем с кусочками печенья. Соответственно, я сразу же делаю вывод, что нужно брать форму большего размера, чтобы прослойка заварного крема была тоньше. Что касается глазури, на мой взгляд, она не подходит для этого десерта, так как заварной крем с печеньем мягкие и создают с собой такую единую мягкую консистенцию, а глазурь сверху твердая, и это нарушает весь баланс во вкусе. Лучше приготовить глазурь со сливками, либо молоком и сливочным маслом. Такая глазурь будет мягкой и не выделяться с общей концепцией десерта. Пропорции я оставлю в описании под видео. Также хочу уточнить, этот десерт нельзя пропитывать дольше 2-3 часов, иначе печенье полностью размокает, и это уже не так вкусно. В общем, как-то так, ощущения противоречивые. На мой взгляд, этот рецепт на любителя. Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Как всегда, прошу, поддержите мое видео лайком и подпиской. Всем желаю мирного неба над головой. До новых встреч, мои дорогие. Пока-пока.